Аляска– это огромная и таинственная земля на северо-западе Северной Америки, имеет уникальную и сложную историю. В начале XIX века она была частью Российской империи. Русские исследователи, такие как Василий Гвоздев и Григорий Шелехов, первыми стали осваивать эти бескрайние просторы, открывая новые земли и ресурсы. К концу XVIII века на Аляске уже активно велась охота за морскими котиками и пушными зверями, что приносило немалые барыши в казну Российской империи. Однако по мере расширения интересов России в Тихом океане сложилась новая реальность. Ситуация в стране стала меняться. В XVIII и XIX веках Россия столкнулась с растущими финансовыми трудностями и необходимостью укрепления своих позиций на Дальнем Востоке. Аляска, хотя и богатая ресурсами, требовала значительных затрат на охрану и развитие. Этим обстоятельствам способствовали и русско-турецкие войны, истощившие ресурсы империи. Аляска начала казаться обременительной ношей. В это время Соединенные Штаты Америки, стремящиеся к расширению своих границ, активно развивали свои отношения с Россией. В 1852 году в Вашингтоне было принято решение о покупке Аляски. Однако за кулисами этой сделки скрывались не только коммерческие интересы. Россия испытывала углубляющееся беспокойство по поводу возможной угрозы со стороны Великобритании, которая, будучи соседом на севере, имела свои амбиции в этом регионе. Подготовка к продаже началась в 1850 году. Губернатор Аляски Александр Барнаулов впервые побудил правительство о продаже территории, однако в то время это было лишь обсуждение, отдаленные разговоры. В следующем году на сцену вышел российский министр иностранных дел Эдуард Витте, который взглянул на сделку более серьезно. Он понимал, что продажа Аляски может помочь стране избавиться от финансового бремени и сконцентрироваться на более жизненно важных вопросах, таких как развитие внутренней политики и защита от внешних угроз. Спустя время переговоры о продаже привели к значимому событию. Американский министр иностранных дел Уильям Сьюарт, активно выступавший за покупку, отправился в Петербург, где состоялись секретные встречи с российскими чиновниками. Эти переговоры проходили в атмосфере полной секретности, чтобы избежать лишнего шума и недовольства обеих сторон. Жизнь Аляски от российских колоний до американской территории была вращена в водоворот сложных политических и экономических интересов, что в конечном итоге привело к сделке, изменившей судьбу этого региона. Как же шла подготовка к продаже и кто стоял за кулисами этой сделки? Ответы на эти вопросы станут лишь частью увлекательного сюжета, в котором раскрываются тайны и интриги, связанные с историей Аляски. Кто же стоял за этой грандиозной сделкой? За кулисами продажи Аляски скрывались не только российские чиновники, но и интересы других держав. На фоне растущих напряжений в международной политике приближающийся конфликт между Великобританией и Россией заставлял обе стороны действовать осторожно. И хотя Соединенные Штаты были главными игроками в этой сделке, на самом деле интересы за ней простирались гораздо дальше. Министр иностранных дел России Эдуард Витте не был единственным, кто принимал участие в переговорах. Важную роль играл и сам император Александр III, который понимал необходимость устранения финансового бремени, связанного с содержанием Аляски. Однако на данном этапе император все еще сомневался в целесообразности продажи, и это создавало дополнительные препятствия. Витте, обладая значительным влиянием, подчеркивал, что сохранение Аляски может привести к потерям на Дальнем Востоке. Он знал, что это решение не просто о деньгах, а о более масштабных интересах России. Соединенные Штаты не оставались в стороне. Параллельно с переговорами в Петербурге министр иностранных дел Уильям Сьюарт активно дублировал свои усилия с помощью связи с другими влиятельными фигурами в американском правительстве. Многие считали его амбициозным политиком, стремящимся к расширению границ своей страны. Его упрямство и настойчивость привлекали сторонников, и вскоре вокруг идеи покупки Аляски собралась мощная команда единомышленников. Незаметно для широкой публики в 10 дней с 13 по 23 марта 1857 года состоялись судьбоносные встречи. Тайные переговоры проходили в Санкт-Петербурге, и на них обсуждались условия сделки. Обе стороны стремились к тому, чтобы не вызвать общественного недовольства. Эту тайную игру не заметила даже пресса, что позволило сохранить интригу до самой сделки. Интересно, что именно в этот момент стали появляться слухи о том, что продажу Аляски поддерживали не только Соединенные Штаты, но и Великобритания. Некоторые эксперты высказывали предположение, что Лондон мог оказывать давление на Россию, подсказывая, что продажа Аляски приведет к стабилизации в регионе, а следовательно к уменьшению угрозы со стороны британских колоний. В результате российские дипломаты поставили перед собой задачу завершить сделку как можно быстрее, чтобы избежать возможного вмешательства со стороны англичан. Однако, несмотря на эти внешние влияния, основной фокус оставался на внутренней политике. Сложная экономическая обстановка в России требовала решения, а Аляска, несмотря на свои богатства, стала тяжелым бременем.
Это понимание стало катализатором, который привел к тому, что сделка постепенно обрела очертания. Регион, который когда-то считался слишком далеким и бесполезным, теперь оказался в центре международных переговоров. Как только первые сделки были одобрены, это вскоре привело к масштабным изменениям на континенте. Продажа Аляски начала открывать новые горизонты для обеих сторон. Но что произошло далее? Как именно шла подготовка к продаже и какие последствия ожидали коренные народы? Погружаясь в следующую главу, мы увидим, как тайные соглашения и дипломатические интриги сформировали будущее Аляски. Подготовка к продаже Аляски шла полным ходом, и на этом этапе важным игроком стал российский министр иностранных дел Эдуард Витте. Он был не просто дипломатом, а человеком, который понимал всю сложность ситуации. Витте осознавал, что продажа Аляски может стать решением для страны, испытывающей экономические трудности. Однако, прежде чем сделать этот шаг, ему нужно было провести ряд переговоров, чтобы убедить императора Александра III в целесообразности этой сделки. Переговоры начались в 1850 году и велись в условиях полной секретности. Витте собрал группу доверенных лиц, которые начали обсуждать возможные условия продажи с представителями США. В этот период Соединенные Штаты проявляли активный интерес к расширению своих границ и искали возможности для покупки новых территорий. Витте понимал, что это может стать стратегическим шагом для России, но также знал, что процесс будет непростым. Американский министр иностранных дел Уильям Сьюарт, активно выступавший за покупку Аляски, тоже не сидел сложа руки. Он использовал свои политические связи для укрепления поддержки среди американских законодателей. Сьюарт знал, что для успешной сделки ему необходимо не только провести переговоры, но и убедить общественность в ее необходимости. Он активно работал над созданием команды союзников, которые поддержали бы его идеи. Тайные встречи проходили в атмосфере полного уединения. В одной из таких встреч, состоявшейся в Санкт-Петербурге с 13 по 23 марта 1857 года, стороны обсуждали условия сделки. Обе стороны понимали, что нужно избегать лишнего шума, чтобы не вызвать недовольство среди населения и не спугнуть возможных противников. Это была игра, где каждая деталь имела значение. В этот момент начали возникать слухи о том, что продажу Аляски поддерживала не только Америка, но и Великобритания. Несмотря на то, что США были основными игроками, предполагалось, что Лондон мог бы способствовать ускорению процесса. Британия, имея свои интересы в регионе, могла бы увидеть в этом выгодный ход, так как стабильность на Аляке снижала угрозу со стороны ее колоний. Таким образом, давление со стороны Великобритании стало дополнительным фактором, способствующим решению России. Кроме того, внутренние обстоятельства в России также играли свою роль. Экономические трудности, финансовые кризисы и необходимость мобилизации ресурсов для защиты от внешних угроз заставляли руководство страны искать выход. Аляска, несмотря на свои богатства, стала бременем, требующим серьезных затрат. Витте продолжал подчеркивать, что сохранение Аляски может привести к еще большим потерям на Дальнем Востоке. Собравшись в Санкт-Петербурге, российские и американские дипломаты начали формировать условия сделки. Обе стороны стремились к тому, чтобы уладить все вопросы и добиться взаимовыгодных условий. Переговоры были полны интриг, и каждая сторона стремилась извлечь выгоду. Как только основные условия были согласованы, это предвещало масштабные изменения не только для России, но и для Соединенных Штатов. В результате сделка, которая началась как инициатива одних дипломатов, вскоре стала частью широкой геополитической игры. Процесс продажи Аляски открывал новые горизонты для обеих стран, и вскоре судьба этого региона оказалась в руках новых законодателей. По мере того, как переговоры набирали обороты, становилось очевидно, что последствия сделки будут многогранными. Что же произошло далее? Как именно это повлияло на коренные народы и какие тайны скрывались за этой грандиозной сделкой? Загадки, которые ждут своего раскрытия, не оставят равнодушным никого. Цена, которую Соединенные Штаты заплатили за Аляску, составила 7 миллионов 200 тысяч долларов, что эквивалентно около 2 центов за АКР. Эта сумма может показаться совершенно незначительной, особенно учитывая богатства, скрытые на этой обширной территории. Но за этой сделкой стояли не только финансовые расчеты. Она отражала политические реалии того времени, а также стратегические интересы обеих стран. В 1857 году, когда сделка была окончательно оформлена, экономика России переживала сложные времена. Страна сталкивалась с растущими внутренними долгами, и необходимость в деньгах становилась все более острой. Император Александр III и его советники понимали, что продажа Аляски может принести необходимые средства для решения текущих проблем. С другой стороны, в Соединенных Штатах министр иностранных дел Уильям Сьюарт видел в этой сделке возможность не только расширить территорию, но и утвердить статус своей страны на мировой арене. Среди множества факторов, способствовавших сделке, было и желание избежать возможных конфликтов с Великобританией. Российская империя осознавала, что удержание Аляски может стать причиной новых конфликтов с ее западным соседом.
С точки зрения российской дипломатии, продажа этой территории могла помочь уменьшить напряженность и сосредоточиться на более важных аспектах внешней политики. В итоге сделка оказалась выгодной для обеих сторон, хотя в ней скрывались гораздо более глубокие мотивы. В процессе обсуждения условий сделки стороны стремились к конфиденциальности. Были предприняты все возможные усилия, чтобы избежать утечек информации, что подчеркивало важность момента. Дипломаты обеих стран понимали, что эта сделка может изменить баланс сил в регионе. Обе стороны стремились достичь соглашения, которое не вызвало бы общественного недовольства, и именно поэтому многие детали оставались в тени. Тем не менее, на первом этапе обсуждения сумма сделки не была окончательно согласована. Каждая сторона выдвигала свои требования и аргументы. Россия настаивала на том, что богатства Аляски, включая рыболовство, охоту на морских животных и потенциальные месторождения полезных ископаемых, должны быть учтены. Америка же акцентировала внимание на стратегической значимости региона. Несмотря на все сложности, к концу июня 1857 года сделка была подписана. Соединенные Штаты стали новыми владельцами Аляски, и в эту дату закладывались основы для многих будущих изменений. Но что же ждали коренные народы Аляски? Как покупка повлияла на их жизнь и традиции? Поглощенные новыми условиями, они стали свидетелями радикальных трансформаций, которые грозили их культуре. Загадки и последствия, связанные с этой сделкой, открыли новую главу в истории не только Аляски, но и всей американской континентальной политики. Вопрос о том, почему Россия решилась на продажу Аляски, является ключом к пониманию всей сделки. В первую очередь стоит отметить, что в середине XIX века Российская империя находилась в тяжелом финансовом положении. После многочисленных войн, включая Крымскую, экономические ресурсы страны были истощены, а внутренние долги росли с каждым днем. Император Александр III и его советники понимали, что сохранение отдаленной территории, как Аляска, становится все более обременительным бременем. Необходимо было не только покрыть растущие долги, но и сосредоточиться на внутренних делах. Аляска, хоть и богатая ресурсами, требовала значительных затрат на охрану, развитие и управление. Русскими властями осознавалось, что в случае конфликта с Великобританией, который в те времена выглядел неизбежным, Аляска могла стать уязвимым местом. Держать крепость вдали от основных территорий империи было просто невозможно без огромных затрат. Это осознание стало важным моментом в принятии решения о продаже. К тому же, со временем в русском правительстве начали осознавать, что продление контроля над Аляской может лишь усилить конфликты с соседями. Британская империя, обладая мощными военно-морскими силами и колониальными амбициями, уже имела свои интересы в этом регионе. Продажа Аляски могла стать способом избежать дальнейших территориальных споров. На фоне этих обстоятельств российские дипломаты увидели возможность, которая могла принести избавление от финансового бремени и одновременно улучшить стратегические позиции России. Кроме того, влиянием на решение о продаже стали и внутренние изменения. Восстановление экономики России требовало сосредоточения ресурсов на более необходимых направлениях. Участие империи в расширении территории было приоритетным, но не в случае, когда это мешало развитию страны. Эдуард Витте, российский министр иностранных дел, понимал, что продажа Аляски может позволить вложить средства в более жизненно важные аспекты, такие как улучшение инфраструктуры и развитие внутренней политики. В условиях растущей напряженности международной политики, особенно в отношении Великобритании, сам процесс продажи Аляски стал своего рода дипломатической игрой. Оба участника сделки, и Россия, и Соединенные Штаты, стремились выявить договоренности, которые могли бы принести выгоду. Однако, несмотря на переговоры, в обществе витают сомнения. Многие в России считали, что продажа Аляски может восприниматься как предательство национальных интересов, но экономические реалии заставляли правительство двигаться вперед. Таким образом, за решением о продаже стояли не только финансовые трудности, но и политические расчеты. Необходимость минимизировать угрозы со стороны Великобритании и сосредоточиться на внутренних делах страны заставила российское руководство пойти на этот шаг. В конечном итоге эта сделка стала катализатором изменений не только для Аляски, но и для всей геополитической карты того времени. Как это повлияло на коренные народы и какие последствия ожидали их в будущем? Следующий этап в истории Аляски откроет новые аспекты этой сложной и многослойной истории. Продажа Аляски оказала глубокое влияние на коренные народы, которые жили на этой территории на протяжении многих тысячелетий. С переходом власти от России к Соединенным Штатам началась новая эпоха, полная изменений, которые затронули все аспекты жизни коренных народов. Эти изменения не были мгновенными, но их последствия начали проявляться почти сразу после завершения сделки. С началом американского контроля над Аляской коренные народы столкнулись с новыми вызовами. Новые власти стали вводить свои законы и правила, что значительно ограничивало традиционные способы жизни местных жителей. Основная экономика коренных народов основывалась на охоте, рыболовстве и сборе ягод.
всех тех практиках, которые были частью их культуры на протяжении веков. Однако с приходом американских колонистов началось бурное освоение земли, что стало причиной ухудшения условий жизни для коренных народов. Американские компании начали активно развивать рыболовство, что привело к истощению ресурсов. Коренные народы, которые веками полагались на богатство природы, оказались в сложной ситуации. Рыбные запасы начали истощаться из-за интенсивного промысла, и местные жители потеряли доступ к своим традиционным источникам пищи. Это был первый удар, который ощутили коренные народы, и он повлиял на их питание, здоровье и образ жизни. Кроме того, с увеличением населения и расширением американских поселений возникли конфликты между местными жителями и переселенцами. Коренные народы начали терять свои земли, что привело к распаду общин и потере традиционных знаний о земле. Войны и насилие стали частью их новой реальности. Многие коренные жители были вынуждены покидать свои земли, теряя не только физическую территорию, но и свою культурную идентичность. Ситуация усугублялась тем, что новые власти не проявляли особого интереса к защите прав коренных народов. Большинство законов, принятых после продажи, игнорировали интересы местных жителей. Например, в 1863 году был принят закон, который позволил американским поселенцам получать землю, ранее принадлежащую коренным народам. Это привело к дальнейшему уменьшению их территорий и ресурсной базы. Параллельно с этим внедрялись новые образовательные системы, которые не учитывали традиционные знания и опирались на западные ценности. Школы стали местом, где коренные народы подвергались ассимиляции, и их культурные особенности постепенно стирались. Дети отправлялись в интернаты, где их заставляли отказаться от родного языка и обычаев. Это явление в дальнейшем усилило разрыв между поколениями, поскольку молодое поколение стало терять связь с традициями своих предков. Однако, несмотря на все эти трудности, коренные народы Аляски начали искать способы адаптации к новым условиям. Некоторые общины начали налаживать отношения с новыми властями, стараясь защитить свои интересы и культуру. В результате нарастал интерес к восстановлению культурного наследия и традиционных практик. Восприятие Аляски как земель, полных ресурсов, стало причиной конфликта между коренными народами и новыми владельцами. Чувство утраты и борьба за права на землю стали основными темами в жизни коренных народов. Они продолжали защищать свои традиции, обычаи и права, стремясь вернуть себе утраченную идентичность. Каковы же были дальнейшие последствия этой сделки и какие тайны она скрывала? Мы погрузимся в следующую главу, где выясним, какие документы и соглашения оставались в тени и какие загадки ждут своего раскрытия в истории Аляски. Тайна продажи Аляски окутана документами, которые до сих пор остаются недоступными для широкой публики. Эти документы могут пролить свет на многие аспекты сделки, которые до сих пор вызывают вопросы у историков и исследователей. На протяжении лет возникали слухи о том, что часть материала была умышленно скрыта или уничтожена, чтобы избежать общественного недовольства или политических последствий. Давайте подробнее рассмотрим, какие именно бумаги могли бы изменить наше понимание этой исторической сделки. Во-первых, среди исчезнувших документов упоминаются протоколы переговоров между российскими и американскими делегатами. Секретные встречи, которые проходили в Санкт-Петербурге, были окружены не только завесой тайны, но и потоком слухов. Говорят, что записи этих встреч содержат детали, касающиеся не только финансовых условий, но и скрытых соглашений о политических и военных обязательствах. Эти протоколы могли бы пролить свет на то, что именно обсуждалось за закрытыми дверями и каковы были истинные мотивы обеих сторон. Также стоит отметить, что среди документов находится и переписка между российским министром иностранных дел Эдуардом Витте и императором Александром III. Обсуждая необходимость продажи Аляски, эти письма могли бы сделать явными внутренние разногласия среди российской элиты. Витте, активно поддерживавший продажу, возможно, в своих письмах поднимал вопросы, которые могли вызвать сомнения у императора. Эти письма могли бы раскрыть, насколько серьезно правительство России на самом деле относилось к продаже территории. Среди других утраченных документов можно упомянуть соглашения, касающиеся прав коренных народов. Эти бумаги могли бы прояснить, какие обязательства брало на себя российское правительство перед местными жителями и какие условия были заранее обговорены. Потеря этих документов оставляет пробелы в понимании того, как именно переход власти от России к Соединенным Штатам повлиял на жизнь и права коренных народов. Кроме того, существует предположение, что часть документов могла быть уничтожена в ходе гражданских конфликтов или политических изменений в России. Это создает дополнительные сложности для исследователей, которые пытаются восстановить полную картину исторических событий. Например, во время революции многие архивы были либо утрачены, либо намеренно уничтожены, чтобы скрыть следы предшествующей власти. Несмотря на отсутствие полной информации, историки продолжают изучать доступные материалы, включая письма, отчеты и мемуары, чтобы попытаться восстановить детали этих исторических перипетий. Каждый новый документ, попадающий в руки исследователей, способен открыть новые горизонты для понимания сделки.
Это подводит к мысли, что события, связанные с продажей Аляски, все еще полны загадок, которые ждут своего разрешения. К тому же внимание к этой истории не утихает. Современные дебаты о статусе Аляски и правах коренных народов показывают, что этот вопрос по-прежнему актуален. Люди стремятся изучать, как исторические сделки продолжают влиять на современность. Каковы же будут последствия, если тайные документы все-таки окажутся в открытом доступе? Это может привести к новым открытиям и, возможно, даже изменению общественного мнения о сделке, которая на первый взгляд казалась простым экономическим решением. Следуя дальше по этой интригующей линии, мы увидим, как жизнь на Аляске изменилась после покупки и какие последствия это имело для ее новых жителей и коренных народов. Удивительные открытия ждут впереди, и они могут изменить наше представление о том, что произошло в результате этой исторической сделки. С началом американского контроля над Аляской в 1858 году жизнь на этой обширной территории претерпела значительные изменения. Аляска, ранее находившаяся под управлением Российской империи, теперь стала частью Соединенных Штатов Америки, и это повлияло на каждого, кто жил в этом регионе. С переходом к новым властям начались кардинальные преобразования, которые затронули как коренные народы, так и переселенцев. С первых дней американского правления новое правительство начало вводить свои законы и правила, которые значительно отличались от тех, что существовали при российском правлении. Коренные народы увидели, как их традиционные способы жизни стали под угрозой. Охота, рыболовство и сбор ягод, на которых базировалась их экономика, начали подвергаться ограничениям. Американские власти вводили налоги и лицензии на ведение традиционного хозяйства, что подрывало основы их существования. Коренные жители, долгие годы полагавшиеся на ресурсы своей родной земли, оказались в уязвимом положении. С увеличением числа переселенцев на Аляске начались конфликты между местными жителями и новыми поселенцами. Открытие новых земель для сельского хозяйства и добычи ресурсов привело к тому, что коренные народы начали терять свои земли. Традиционные охотничьи угодья становились недоступными, а многие племена вынуждены были покинуть свои исторические территории. Эти изменения вызывали недовольство и ярость среди коренных народов, которые видели, как их культура и образ жизни разрушаются. Несмотря на то, что правительство проводило политику интеграции и ассимиляции, это не всегда приносило желаемые результаты. Местные жители начали объединяться, чтобы защитить свои права и культуру. Постепенно возникли организации, которые боролись за права коренных народов, стремясь к восстановлению их культурного наследия и прав на землю. Это становилось особенно актуально в условиях все увеличивающегося давления со стороны американских властей. Американские компании, стремящиеся извлечь выгоду из природных ресурсов Аляски, начали развивать рыболовство и добычу полезных ископаемых. Это привело к истощению рыболовных угодий, что негативно сказалось на жизни коренных народов. Ресурсы, которыми они пользовались веками, стали ограничены, а их доступ к традиционным источникам питания существенно сократился. Рыбные запасы начали истощаться, и местные жители стали сталкиваться с проблемами в обеспечении себя продовольствием. В попытках адаптироваться к новым условиям, некоторые общины начали искать пути сотрудничества с новыми властями. Некоторые племена вступали в соглашения с американскими компаниями, чтобы защитить свои интересы и получить доступ к ресурсам, которые были для них жизненно важными. Но это сотрудничество нередко приводило к новым вызовам и конфликтам, так как интересы коренных народов часто игнорировались. Школы, основанные в этот период, не учитывали традиционные знания и обычаи коренных народов. Образовательная система была нацелена на ассимиляцию, и дети коренных жителей подвергались жесткой критике своих культурных практик. Они обучались только английскому языку и западным ценностям, что усугубляло разрыв между поколениями и способствовало потере идентичности. Однако, несмотря на все эти трудности, коренные народы Аляски начали проявлять стойкость и сопротивление. Они искали пути возвращения к своим традициям, организовывали культурные мероприятия и восстанавливали утраченные обычаи. Этот процесс становился важной частью их борьбы за признание и сохранение своей идентичности. Таким образом, жизнь на Аляске после покупки оказалась сложной и многослойной. Изменения, происходившие на этой территории, затрагивали множество аспектов жизни, и влияние этих преобразований ощущалось на протяжении многих лет. Вслед за этими событиями начались дебаты о статусе Аляски и правах ее коренных народов, что открывало новые горизонты для изучения и понимания этой уникальной страницы в истории. Наследие Аляски является сложным и многогранным аспектом, который сформировался за века после ее продажи Соединенным Штатам. Сначала Аляска оставалась под властью Российской империи, которая управляла этой обширной территорией с конца XVIII века до середины XIX. Однако с переходом контроля к американцам в 1858 году жизнь на Аляске претерпела кардинальные изменения. Граждане, привыкшие к российским порядкам, столкнулись с новыми реалиями, которые оказали длительное влияние на все население региона.
Американские власти начали внедрять свои законы, и первая же волна изменений коснулась коренных народов, которые веками занимались охотой и рыболовством. Охота стала регулироваться новыми законами, и коренные народы столкнулись с ограничениями, которые угрожали их традиционной экономике и образу жизни. Налоги и лицензии на ведение охоты и рыболовства ставили под угрозу их существование, поскольку американские переселенцы активно осваивали ресурсы, доступные на этой земле. Вместе с тем переселенцы начали занимать земли, которые традиционно принадлежали коренным племенам. Конфликты между местными жителями и новыми поселенцами стали обычным явлением. Коренные народы потеряли свои охотничьи угодья, что привело к распаду общин и значительному сокращению их населения. Во время этих столкновений многие племена оказались вынуждены покинуть свои дома, теряя не только свои земли, но и уникальное культурное наследие. Важным аспектом этого исторического периода стало образование. Новая система образования, внедряемая американскими властями, не учитывала традиционные знания коренных народов. Дети местных жителей были вынуждены учиться в интернатах, где им навязывали английский язык и американские ценности. Это привело к потере связи между поколениями и утрате важных аспектов культурной идентичности. Внедрение новых образовательных стандартов, направленных на ассимиляцию, стало одной из причин растущего недовольства среди коренных народов. Однако, несмотря на все вызовы, местные общины начали находить способы адаптации к новым условиям. Некоторые племена начали заключать соглашения с американскими компаниями, чтобы защитить свои интересы. Это сотрудничество нередко вызывало споры внутри самих общин, так как интересы коренных народов часто оставались на втором плане. В то время как одни стремились к сохранению традиционного образа жизни, другие искали пути к интеграции в новые экономические реалии. К середине 20 века коренные народы начали более активно бороться за свои права. Создание организаций, защищающих интересы местных жителей, позволило привлечь внимание к их проблемам. Эти группы требовали признания своих прав на землю и ресурсы, а также сохранения культурного наследия, которое продолжало угасать в условиях давления со стороны американских властей. Жизнь коренных народов Аляски после продажи была полна вызовов, но они продолжали сохранять свою культуру и традиции, несмотря на жесткие условия. Каждое следующее поколение стало свидетелем борьбы за свою идентичность, и многие начали осознавать важность сохранения своих корней. Таким образом, наследие Аляски, сформированное в результате сложных исторических процессов, продолжает вызывать интерес и уважение, открывая новые горизонты для изучения и понимания культурного разнообразия этого региона. Наследие Аляски как территории, переданной Соединенным Штатам, стало результатом множества изменений, произошедших за долгие годы. С момента продажи в 1858 году жизнь коренных народов и переселенцев претерпела серьезные изменения. Американские власти начали внедрять свои порядки, и это отразилось на всех аспектах жизни региона. Коренные народы, которые веками существовали на этих землях, столкнулись с новыми вызовами, связанными с законодательными и экономическими преобразованиями. С переходом власти от России к Соединенным Штатам традиционная экономика коренных народов, основанная на охоте и рыболовстве, оказалась под угрозой. Новые законы ограничили доступ к ресурсам, которые местные жители использовали на протяжении многих поколений. Охота, которая прежде не регулировалась, теперь требовала лицензий и подлежала налоговым обязательствам, что ставило под сомнение устойчивость их образа жизни. Переселенцы, в свою очередь, начали активно осваивать территории, ранее использовавшиеся коренными народами, что спровоцировало конфликты. С начала американского контроля по всей Аляске начались споры о земле. Местные жители теряли свои охотничьи угодья, и это становилось источником растущего недовольства. К концу XIX века многие коренные народы, оказавшиеся в беспомощном положении, начали обращаться за помощью к правительству, но их требования часто игнорировались. В результате, не имея возможности вести привычный образ жизни, многие племена начали миграцию на новые территории, что усугубляло ситуацию. Совсем скоро после продажи Аляски американские компании начали активно развивать рыболовство и добычу полезных ископаемых. Это привело к истощению рыбных запасов и ухудшению условий жизни коренных народов. Они, когда-то обеспеченные своим образом жизни, теперь сталкивались с нехваткой продовольствия и ресурсов. Вся эта ситуация создавала напряженность между общинами коренных народов и новыми переселенцами, стремящимися получить прибыль от природных богатств, сокрытых в недрах Аляски. В это время законодательные инициативы также изменялись. В 1863 году был принят закон, который позволил переселенцам получать землю, ранее принадлежащую коренным народам. Это привело к дальнейшему уменьшению их территорий и попыткам сохранить свои традиционные практики. Учебные заведения, открытые в это время, часто не учитывали культурные особенности местного населения. Дети коренных народов обучались в интернатах, где они были вынуждены отказываться от своих языков и обычаев. В результате, в начале 20 века, коренные народы начали организовываться. Появились группы, борющиеся за права местных жителей, которые стремились обратить внимание на свои проблемы.
Они требовали признания своих прав на землю и ресурсы, а также сохранения культурного наследия. Эти движения начали набирать силу, и вскоре общественное мнение стало меняться. К середине 20 века коренные народы начали более активно участвовать в общественной жизни, добиваясь прав на защиту своей культуры и традиций. Это становилось важным аспектом их борьбы за выживание и признание. Несмотря на все трудности, местные сообщества находили способы сохранить свои корни. Они организовывали культурные мероприятия, которые помогали восстанавливать утраченное наследие. Таким образом, наследие Аляски продолжает развиваться, открывая новые горизонты для жителей и исследователей.